2 апреля 1969 года самолет Ан-24Б польской авиакомпании ЛОТ выполнял внутренний пассажирский рейс 165 по маршруту Варшава-Краков. На его борту находились 48 пассажиров и 5 членов экипажа. Самолет выполнял внутренний рейс из Варшавы в Краков протяженностью около 250 километров и расчетной продолжительностью 50 минут. На маршруте ожидалась относительно хорошая погода, облачность с нижней границей 500 метров, видимость до 8 километров, ветер северо-западный, в районе Кракова возможен снегопад. В 15 часов 20 минут самолет вылетел из аэропорта Окенче в Варшаве, после чего повернул на юг и направился к Кракову. Спустя 19 минут второй пилот в соответствии с планом полета доложил диспетчеру о прохождении радиомаяка Пшесуха. Согласно плану, спустя 10 минут после прохождения радиомаяка Пшесуха, то есть в 15 часов 49 минут, рейс 165 должен был пройти радиомаяк НГЮВ, а затем переходить на связь с диспетчером аэропорта Балице в Кракове. Но в 15 часов 53 минуты в диспетчерский центр Окенче позвонили из Балице и спросили, куда пропал рейс 165. На звонок ответил помощник диспетчера, который сказал, что, возможно, экипаж просто задержался с прохождением НГЮВа из-за встречного ветра. Такие задержки не были редкостью, но все же в Варшавском аэропорту забеспокоились и попытались вызвать пропавший рейс. В 15 часов 54 минуты после третьей попытки диспетчеру удалось связаться с рейсом, после чего командир самолета доложил, что минуту назад они прошли НГЮВ. Еще через пару минут с самолета доложили: Варшава, это Танго Фокстрот, НГЮВ пройден в 49, то есть в 52, простите. НГЮВ прошли на эшелоне 3900 метров. Новое время прохождения маяка сильно отличалось от переданного ранее, но диспетчер не стал требовать от экипажа уточнить информацию, а вместо этого сообщил в Балице, что самолет задерживается с прибытием из-за встречного ветра. В 15 часов 57 минут экипаж установил связь с аэропортом Балице и доложил о прохождении НГЮВа в 15 часов 49 минут, а радиомаяк аэропорта рассчитывает пройти минуты через 3-4. Однако в указанное время самолет данный радиомаяк не прошел. Тем не менее, диспетчер контроля, подозревая задержку из-за встречного ветра, дал указания по выходу на радиомаяк. Диспетчеры аэропорта были уверены, что рейс 165 следует правильным маршрутом, хотя в 15 часов 59 минут пилоты передали, что еще не наблюдают Кракова. Тогда был включен радиолокатор ДК-424 большого радиуса действия, после чего, увидев на его экране точечные засветки, диспетчеры успокоились, решив, что одна из точек и есть тот самый самолет. Далее диспетчеры дали указание снижаться до высоты 1200 метров. В свою очередь, на борту самолета экипаж никак не мог определить по радиокомпасу сигнал от аэропорта, поэтому решил, что их радиокомпас вышел из строя. Но волноваться нет причин, так как диспетчер наблюдает их на радиолокаторе. В 16 часов 5 минут с самолета доложили о занятии высоты 1200 метров, на что диспетчер дал указание сохранять ее и направляться к дальнему приводу. В 16 часов 8 минут диспетчер передал: Танго Фокстрот, поворот вправо на курс 110 градусов и снижайтесь до 600 метров. В ту же минуту связь рейса 165 оборвалась. После нескольких безуспешных попыток связаться с рейсом 165, диспетчеры в 16:13 связались с находившимся близ Кракова военным Ли-2 и попросили помочь найти исчезнувший Ан-24. Но с военного самолета сообщили, что не наблюдают ни самолета, ни признаков его падения. Затем в аэропорту Балице раздался телефонный звонок. Позвонили с полиции городка Завоя, что в полусотни километрах юго-западнее Кракова, сообщив, что недалеко от них на склоне Бабьего массива разбился самолет. К 20 часам на место происшествия прибыли поисковые отряды, которые подтвердили, что это был пропавший рейс 165. Хотя в районе Кракова и ожидалась хорошая погода, но южнее в горах стояла метель. Летя сквозь снегопад на высоте 1200 метров, Ан-24 со скоростью 520 км в час врезался в покрытый лесом склон горы Поличи, высота которой 1369 метров.
и, промчавшись сквозь деревья, на протяжении 200 метров полностью разрушился. При этом все 53 человека на борту самолета погибли. На то время эта авиационная катастрофа была крупнейшей в стране и среди самолетов Ан-24. Уже на следующий день после катастрофы Радио Свобода передала, что самолет на самом деле был угнан. При этом угонщики могли направиться в Вену, либо какой-то другой европейский город за пределами Восточного блока. Причиной катастрофы в этом случае могла быть драка между пилотами либо угонщиками, в ходе которой самолет вышел из-под контроля и упал с эшелона. Однако польские исследователи, проверив данные на всех людей на борту, быстро опровергли версию об угоне. Из всех пассажиров пилотировать Ан-24 могли только 2 пилота компании «Лот», которые в данном рейсе летели пассажирами, но у них не было найдено никаких мотивов бежать из страны. Само расследование во многом осложнялось тем, что бортовые самописцы самолета были недостаточно надежными по конструкции и разрушились при катастрофе, а потому получить объективные данные о полете следователи не смогли. Также самолет Ан-24 не был оборудован речевым самописцем, из-за чего имелись только записи переговоров экипажа с диспетчерами. Расследование заняло 3 месяца, после чего комиссия пришла к заключению, что не может точно определить причину, по которой самолет вдруг отклонился от курса и продолжил следовать дальше на юг в сторону гор. Основной версией была названа ошибка командира экипажа, который скрывал от врачей проблемы со здоровьем, а в роковом полете у него мог случиться сердечный приступ, что также отвлекло остальных членов экипажа от пилотирования. Самолет при этом продолжал следовать в южном направлении, из-за чего экипаж попросту вскоре заблудился, но не стал пытаться найти аэропорт, сохраняя направление полета. С этой версией, однако, не согласился министр связи Польши, у которого в катастрофе погиб сын. Поэтому по его приказу была создана другая комиссия. В эту комиссию вошел военный врач, который, проведя обследование тела командира экипажа, подтвердил, что у того незадолго до смерти был сердечный приступ, но он не стал причиной катастрофы, так как в момент столкновения с горой оба пилота сидели на своих местах и по указанию диспетчера выполняли крутой поворот. Для изучения траектории полета самолета была запрошена помощь военных, которые предоставили данные с военных радиолокаторов. В итоге, вторая комиссия пришла к заключению, что катастрофа произошла по банальной причине. Пилоты попросту заблудились, после чего, не зная свое точное местонахождение, начали слепо выполнять команды авиадиспетчера. Но это было не единственным фактором, приведшим к катастрофе. Нарушения имелись и в работе диспетчерского центра в Кракове. Так, в аэропорту имелся относительно новый радар системы ДК-424, установленный в 1967 году и имевший радиус покрытия 30 километров. Но его использовали не как основной, а как вторичный, так как за прошедшие 2 года радар не смогли настроить как следует, а потому он в основном был отключен. Когда же диспетчеры все-таки включили этот радар, то самолет уже находился вне зоны его действия, так как катастрофа произошла в 150 километрах от аэропорта. Существует также версия, что в день происшествия в аэропорту Балице на самом деле оба радиолокатора не работали. Однако проверить или подтвердить эту информацию не предоставляется возможным.